Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. И если ты еще не подписался на наш канал, то не откладывай это на потом. За окном последний месяц зимы. Он приготовил нам интересные новинки кино на разные вкусы и предпочтения. В прошлом ролике мы поговорили о сериальном контенте на этот месяц, а сегодня, как я и обещал, я вам расскажу, какие премьеры фильмов нас ждут в феврале. Так что садитесь поудобнее и смотрите до конца, будет интересно. Поехали! В детстве Элла жила в сказочных тропических лесах Амазонии. Там она приручила потерявшегося милого детеныша ягуара. Элла дала ему имя Хоуп. Трагическое событие вынуждает девочку уехать в неизвестный Нью-Йорк. Каждый день она мечтает о возвращении в тропический лес к своему другу. И когда Элла узнает, что деревня ее детства находится под угрозой торговцев животными, девочка принимает решение вернуться на Амазонку, чтобы спасти своего питомца и других обитателей джунглей. «Элла и черный ягуар» – французский приключенческий фильм режиссера Жиля де Местра. Его успешный проект «Миа и Белый лев», вышедший на экраны в 2019 году, является самым кассовым французским фильмом за пределами Франции. Он был продан в 25 стран и при бюджете $9 миллионов собрал в прокате 36,5. Его следующий фильм «Волк и лев» также имел зрительский успех. Фильм не имеет возрастных ограничений и вполне пригоден для семейного просмотра. Он вышел на экраны кинотеатров 1 февраля. Этот фильм в своей основе имеет вполне реальную историю. Куантей Боско Адамс был приговорен к 35 годам за попытку хранения марихуаны. Находясь в федеральной тюрьме строгого режима, он знакомится по объявлению с одинокой женщиной. С ее помощью он сбегает, чтобы увидеться с дочерью. Боско уже изменился и вполне осознает свою ответственность за темное прошлое. Боско – биографический драматический триллер, снятый на основе реальных событий. Фильм основан на книге Куантея Адамаса «В погоне за свободой». Актерскую команду возглавили Обри Джозеф, наиболее известный по роли Тайрона Джонсона в фильме «Плащ и кинжал», номинантка на премию «Золотой глобус» Никки Блонски и Тайрис Гибсон, воплотивший Романа Пирса во франшизе «Форсаж». Премьера фильма на стриминговом сервисе Peacock состоялась 2 февраля 2024 года. Застенчивый и скромный Орион выглядит как обычный ученик начальной школы. Но за этим, казалось бы, нормальным внешним видом скрывается тревожный мальчик, поглощенный иррациональными страхами перед внешними угрозами. Самая сильная из фобий – тьма, с которой он сталкивается каждую ночь. Поэтому он предпочитает спать при свете лампы. И все же он встречается со своими страхами в мраке во время захватывающего ночного путешествия с необычным компаньоном, веселым гигантом, известным как Тьма. Орион должен научиться принимать неизвестное и перестать позволять страху контролировать свою жизнь. «Орион и тьма» – компьютерно-анимационный, фэнтезийный, комедийно-приключенческий фильм Шона Чермтса. Это дебют режиссера в полном метре. В основу сюжета легла одноименная книга детской писательницы Эммы Ярлет. Мультфильм был снят в студии DreamWorks Animation для платформы Netflix. Он уже доступен для просмотра на стриминге со 2 февраля этого года. Флорида, 2005 год. 14-летняя Дорис живет с матерью и младшим братом. Семейная жизнь неспокойна, брат заболел, и пока мать трудится на 2 работах, ей приходится заботиться о нем. У нее есть мечта, она хочет дружить с популярными девочками в своей школе. Но однажды брата Дорис забирают в больницу. Там она знакомится с эксцентричным активистом, который организовывает движение против одного новаторского медпрепарата. Главная героиня проникается идеей и тоже решает присоединиться к движению. «Солнечный берег» – дебютный драматический фильм режиссера Лоры Чин. Главные роли исполнили 3-кратные номинанты на премию «Оскар» Лора Линни и Вуди Харрельсон, а также Ника Паркер, удачно начавшая свою карьеру с роли Милли Ферриер в фильме «Дамбо» режиссера Тима Бертона. 9 февраля, в день выхода этого ролика, фильм станет доступным для просмотра на сервисе Hulu. Сюжет ленты разворачивается в мистической вселенной, где существует бесчисленное множество супергероев и злодеев. В центре сюжета фильма парамедик Кассандра Уэбб, которая живет на Манхэттене. Она обладает способностью предвидения. В какой-то момент в видениях Кассандры появляется загадочный человек в костюме Человека-паука. Она осознает, что ее дар может служить великой цели – защите и благополучию людей. «Мадам Паутина» – супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel Comics. Это уже 4-й фильм в медиа-франшизе вселенной Человека-паука от Sony. Мы уже видели Венома и Морбиуса, и вот теперь Мадам Паутина. Как мы знаем, Веном зрителю зашел, а вот Морбиус потерпел неудачу. Режиссером выступила С. Джей Кларксон. Это первый ее кинопроект, ибо до этого она работала только в сериалах.
Среди актерской команды громких имен не обнаружено, но судя по трейлеру, все выглядит неплохо. А вот какими в целом получились приключения новой Кассандры, мы узнаем уже только в кинозале. Выход фильма на большие экраны запланирован на 14 февраля 2024 года. Кэш живет со своим овдовевшим Шурином Финни и племянницей. Он старается не влезать в сомнительные приключения и честно зарабатывает на жизнь. Но криминальный авторитет Биг Кэт, которой Шурин Финни задолжал крупную сумму, заставляет молодого мужчину приступить закон. Кэш оказывается в сложной ситуации. Он и его Шурин вынуждены отвоевывать свое право на спокойную жизнь с оружием в руках. «Кровавая правая рука» – триллер братьев-режиссеров Яна Нелмса и Эшема Нелмса. Роль главного героя исполнил красавчик Орландо Блум, широко известный по своим ролям в фильмах «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Троя» и «Царствие небесное». А противостоять ему в образе криминального босса будет постаревшая красотка Энди Макдауэлл, которую мы знаем по культовому фильму «День сурка». Это дает уверенность, что проект найдет своего зрителя. Фильм будет доступен для просмотра на цифровых площадках с 23 февраля. Ми Харпер не просто молодая и красивая женщина, но и адвокат по уголовным делам. Она берется за дело Зяира Маллоя, обвиняемого в убийстве своей девушки. Молодой и талантливый художник в процессе ведения дела проявляет свое внимание, что ставит женщину-адвоката перед сложным выбором – семья, долг или личные чувства, которые могут привести к опасным последствиям. «Миа Кулпа» – триллер, режиссером и сценаристом которого выступил Тайлер Перри. Он владелец собственной киностудии Tyler Perry Studios, а посему почти все свои фильмы сам режиссирует, сам продюсирует и сам же пишет к ним сценарий. И судя по тому, что в 2011 году журнал Forbes назвал его самым богатым мужчиной в сфере массовых развлечений с доходом в размере 130 миллионов, делает он это успешно. Роль адвоката сыграла темнокожая красавица Келли Роуленд, а роль художника сыграл оскароносный, но не менее темнокожий Травенте Роудс. Остальные участники актерской команды на подтанцовке. Фильм выйдет на платформе Netflix 23 февраля 2024 года. В этой истории рассказывается о двух подругах – Джейми и Мэриан. Одна раскованная и свободная духом, вторая скромница, которой отчаянно нужно расслабиться. В поисках нового старта они отправляются в незапланированное путешествие в Таллахасси. Но приключения принимают неожиданный поворот, когда на их пути встречается группа незадачливых преступников. «Красотки в бегах» – первый сольный проект, который Итан Коэн ставит без участия своего брата Джоэла. Все мы помним их совместные работы «О, где же ты, брат?», «Фарго» и «Шпионский мост». Надеюсь, между ними не пробежала черная кошка. Роли в фильме играет главный марсианин Голливуда Мэтт Деймон, мандалорец Педро Паскаль и киска из «Однажды в Голливуде» Маргарет Куолли. Фильм должен был выйти на экраны еще осенью прошлого года, но из-за голливудских забастовок дата премьеры была отсрочена до 23 февраля 2024 года. Ну что, у меня на сегодня все. Такими были самые интересные премьеры фильмов, ожидаемые в феврале. О новых кинопроектах я вам расскажу по традиции в начале следующего месяца. И если тебя что-то заинтересовало, то накаляка это в комментарии. Всем пока-пока, услышимся.